Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам об одном из планшетов. Это у меня здесь яблоки, на обзоры на которые я, кстати, частично даже не делал. Это у меня Red Magic, на который я не хочу делать обзор уже, наверное, месяца 3, потому что он лютый оверпрайс. Но Xiaomi Pad 7, притом глобальной версии, мне обошелся в адекватные 23 тысячи, притом вместе с чехлом. Понятно, у меня версия 8128, стоит ли на нее смотреть вообще, я расскажу в ролике. Что здесь поменяли, то же самое, но прогресса здесь, конечно, у нас его, мягко скажем, по минимуму. Помощнее процессор, чуть-чуть, наверное, приятнее работает оболочка. Опять разнесение по памяти, то есть если у вас будет на 256 гигабайт, UFS будет 4.0. Если на 128, к сожалению, только UFS 3.1, где-то 3.2 пишут. Вот, и по тестам, да, я подтверждаю. Но экран яркий для IPS, IPS плюс какой, правильно, шима нет. Зарядка быстрая на 45 Вт. Об этом я, разумеется, более подробно расскажу. А что здесь добавили, стоит ли его рассматривать, почему он, кстати, так долго шел на глобальный рынок, аж 4 месяца. Есть ли здесь реклама и какие подводные камни, разумеется, узнаете в ролике довольно быстро. Кстати, здесь довольно неплохие камеры. Смотрим. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет в коробке с названием и краткими характеристиками модели. Все стандартно для Xiaomi. Упаковка хорошая, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 45 Вт, габариты планшета 251 на 173 на 6,4 мм. Вместе с блоком камер 9,6 мм. Весит он 502 грамма, а вместе с фирменным чехлом 818 граммов. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно разыгрывается смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, подписаться на ТГ скидок и оставить свое имя либо в описании своего канала, либо в комментарии. Можно русским языком, можно через пробелы, как хотите. И вы автоматически в розыгрыше. Когда Poco X6 Pro кончится, а это скоро будет через 2 месяца, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Приобрести девайс можно в серой, голубой и зеленой расцветке. Дизайн планшета минималистичный и в целом сильных изменений по внешности от прошлых моделей я не вижу. Корпус матовый и выполнен он из металла. Собран планшет достойно, материалы тактильно приятные, грани прямые, в руках держать планшет удобно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, несимметрично расположенный разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, что хорошо. Можно поддержку DisplayPort отметить. Можно вывести по кабелю Type-C на HDMI изображение в 4К 60 кадрах в секунду на телевизор. И особо оно, кстати, не подтормаживает. Далее есть 4 микрофона, 4 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, а также экопор. Качество звука отлично, удобно, что на борту есть кастомный эквалайзер, а также разные предустановки. Вибромотора, к сожалению, нет, но планшет поддерживает фирменную клавиатуру с тачпадом и стилусом. К слову, про них я буду рассказывать на пользу стрима, когда буду 7 Pro прожаривать. Этот планшет я уже прожаривал. Летим дальше. Оснащен планшет IPS Crystal Clean дисплеем 3.2К на 11,2 дюйма с разрешением 3200 на 2136 пикселей. Плотность пикселей 345 ppi, цветовая гамма 100% DCI-P3, 12 бит и соотношение сторон 3 к 2. Экран имеет поддержку таких технологий, как Dolby Vision и адаптивный HDR. Яркость по моим замерам на 100% 700 люксов в среднем, ну а чаще всего до 600 люксов. Сколько в пике вы видите. Оснащен датчиком освещения, а также датчиком цветовой температуры. Частота обновления экрана максимум 144 Гц в автоматическом режиме, но мало вы где это будете использовать. Экран, разумеется, не LTPO, и тем более напоминаю, что это IPS, даже не AMOLED. Вручную можно настраивать определенную частоту для разных приложений. В принципе, иногда 90 FPS он показывает в том же PUBG New State, а когда вы включаете улучшение частоты, то до 120. Частота сенсорной дискретизации до 360 Гц. Тач неплохой, волшебным не назвать, игровым, но неплохой. Для фирменного стилуса 240 Гц, который, кстати, еще и на силу нажатия реагирует. В настройках есть ряд полезных функций: персонализации, цветопередачи экрана, ко всему есть разделение экрана, функция плавающего окна, трансляция экрана смартфона на планшет, ну и подобное все. Далее, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также функцией распознавания лиц. К сожалению, сканера отпечатков пальцев кнопки блокировки нет. Биометрические данные можно завести до 2 лиц, срабатывает распознавание
распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, в вертикальном положении планшета и в горизонтальном. Always on Display у IPS, разумеется, нету, но можно настроить отображение оповещений времени тапами. И хочу отметить отдельно, что у меня стоит регион Россия на планшете, но рекламы у меня нигде не было. И по отзывам есть у кого-то еще и 7 Pro уже на руках, у них тоже не было рекламы. Может, с таб-новыми завезут, или, как мне говорят, скачайте, но пока нету, это плюс. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,8 ГГц, графический процессор Adreno 732, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 для версии 256 гигабайт и 512, а в моей конфигурации на 128 гигабайт ПЗУ тип памяти UFS 3.1. И это нехорошо, но вот так. Операционная система HyperOS на базе Android 15 версии. Система работает хорошо, в стоке есть поддержка Xiaomi Hyper AI и личный помощник Gemini, плюс удобные функции для взаимодействия с устройствами от Xiaomi. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6E версии, Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Список поддерживаемых аудиокодеков вы видите на экране. В целом все необходимые кодеки на борту. Модуля NFC, разумеется, нет, как и нет GPS-навигации, ну и нет версии с сим-картами. Пока я, во всяком случае, не видел, можете меня поправить. Емкость аккумулятора 8850 мАч. Да, все ждали десятку, а ее нет. В PC-марке устройство в Work Performance 14607 баллов. Xiaomi Pad 7 поддерживает быструю зарядку до 45, опять же, заряжается от 0 до сотки он целый час 20 минут. Поедает за час просмотра видео на YouTube со 100% яркостью по Wi-Fi нереальные 12% заряда. Иногда даже больше, и это многовато. В играх за 1 час уходит в среднем 30%. Иногда чуть-чуть меньше, но чаще чуть-чуть больше. Играть можно, но яркость, допустим, в том же PUBG New State он скидывает до 300 с лишним люксов, и то же самое происходит в Геншине. В Геншине тач начинает подтупливать уже где-то через минут 5. В принципе, к этому привыкаешь, играть можно, зависать он не зависает, но, допустим, тот же PUBG New State благополучным образом после одной из каток у меня вылетел на стриме. То есть просто выгрузился из памяти и все. Потому что надо брать версию минимум на 256 гигабайт и на 12 гектар оперативы. Результаты тестов тротлинг теста, Geekbench, 3D Mark и всего остального вы видите на экране. В Antutu планшет выдает 1 296 000 баллов. Спокойно. Storage тест показывает 104 000, но опять же у меня память забита. Если ее не забивать так сильно, то он показывает больше. Стресс-тест прошел уже хорошо. Опять же, я считаю, что даже достойно. Переходим к камерам. С тыльной части расположили основной сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.2, LED-вспышка, автофокусировкой, направленным микрофоном и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Фронталка с апертурой 2.3. У нее максимальное разрешение для съемки 1080p 30 FPS. К сожалению, короткий пример вы сейчас увидите. Так, ну что, основной модуль 4К 30 FPS, съемка с упора получается, вот сейчас будет без упора. Съемка как у нас кофе готовится, насколько эффектно и эффективно вы сейчас увидите. Дополнительного освещения нет, но есть обычное освещение от, получается, лампочек. Пальцем не помогаю с зумом. Давайте попробуем, кстати, прозумируем. X6 максимум, лучше его не включать. Но так можно снимать уже довольно адекватно. Не лучшая картинка, но. И съемка с одной руки, планшет 4К 30 FPS. И вот так вы сможете снимать кружку. Лучше этого не делать. Одной рукой, конечно, держать планшет вместе с чехлом не очень. Но, кстати, заметьте, разрывов никаких нет. То есть процессор вытягивает. 4К 30 FPS абсолютно нормально снимается. Да, конечно, не топ, но X6 вот так. Вот такая вот двойная съемка. Вот так делается подсъем. И настолько хорошо вы сможете извращаться на этом планшете. Так, фронталка, к сожалению, только 1080p 30 FPS. Но, как говорится, все, что есть, то есть. Для звонков хватит, кружочки увидите, как он записывает в Телеграме. Так, ну 4К 30 FPS. Автоматическое, кстати, мерцание отключено. Сейчас вырублю его. Точнее, было отключено регулировка мерцания. Вот сейчас ее врубил. И сейчас с регулировкой мерцания уже выглядит все прилично. Но все равно ночью снимать, разумеется, можно только
стоя. Ну и потом просматривать точно не на телеке. Притом вот 1080p 60 fps. Вроде уже приличнее, но камера дышит. Фокус сходит с ума. И вот он, работа со светом. Нет, дышит. Фронталка, к сожалению, только 1080p 30 fps. Rolling Shutter Cosmos. И целесообразность ее использования на улице равна нулю. Но хочется же иногда. Если бы курс был другой, да, 300 баксов, казалось бы, намного симпатичнее. Но, к сожалению, курс не другой. И 300 баксов выглядит, 280 выглядит довольно печально. Минусы. В ту стоимость, которую я покупал, минусов практически нет. То есть я ориентировал у людей на стриме, показывал, за сколько я купил. С чехлом у меня вышло 23 тысячи рублей. Ну, по большому счету, минорное обновление. Да, можно говорить, это не AMOLED. Можно говорить, что здесь нету GPS, нет NFC, нет LTPO, нет версии с LTE. Он много ест заряда. Зарядка не супер быстрая. Камеры довольно убогие. А с другой стороны, а что вы хотите с девайса за $200? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, и вы этим очень сильно поможете проекту. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Как я уже говорил в ролике, в телеролика, за $200, от чего вы хотели. Единственное, я не совсем понимаю вот этот лог 60 FPS в играх в режиме разработчика. То есть мало кто туда полезет, это раз. А два, даже без него, я все равно видел в PUBG New State 90 FPS. Все эти ускорения программные, это, как говорится, куром насмех. Если вы будете приобретать подобного рода устройство, разумеется, брать его надо минимум на 256 гигабайт. Разумеется, если вас интересует стилус, когда я буду делать обзор на 7 Pro, на прожарке я буду показывать, как работает стилус. Насчет игр, ну, это относительное удовольствие играть на IPS, тем более, когда у тебя поедается 30% заряда в час, ничего не поменялось. Никаких там, во-первых, 10 тысяч мАч нет в аккумуляторах, как у конкурентов. С другой стороны, здесь адекватный ценник, и когда мы смотрим, допустим, на конкурентов в лице не тех же Xiaomi, не на Poco Pad, допустим, или Redmi Pad Pro, или Xiaomi Pad 6s Pro, который кто-то умудрился купить, но опять же не за 20 тысяч, давайте будем честны, то у его конкурентов Huawei это Гуглы. Те, кто радуется от того, что там с Google сервисами нужно подумать, можете написать в комментариях. Там не все так просто. Либо Lenovo, у которых постоянно непонятно с прошивками, непонятно с моделями, эти ксяоксины из неясно чего. Либо это, опять же, какие-нибудь OnePlus, но они стоят дорого. И Oppo. То есть они реально стоят дороже. Здесь у Xiaomi у нас нет рекламы. Во всяком случае, у меня встроенной нету. Регион Россия. Неплохие камеры. Неплохая, в принципе, автономность. То есть 6 часов, учитывая, что ничего не поменялось для такого размера экрана. Это нормально. Чего мне здесь не хватает, разумеется, но от этого бы выше стоимость была. Это Vibra, разумеется, это какая-нибудь симка, можно даже eSIM. Разумеется, здесь этого тоже нет. И GPS здесь нету. То есть здесь нет, в принципе, ничего, что могло бы сделать устройство дороже. С другой стороны, они демпингуют по ценнику, потому что в глобалку за $200, это то же самое, повторяюсь, как Poco X7, вот с таким огромным экраном, адекватным, абсолютно, нету. Да, хотелось бы хотя бы сканер отпечатков пальцев в кнопке, но нету. И кто бы что ни говорил, в эти деньги их будут приобретать. В эти деньги это интересное устройство. Если вы хотите рассматривать себе подобный планшет, чтобы кайфануть на года 2-3, надо брать минимум на 256 гигабайт, потому что 128 забивается просто моментально. Оперативку можно расширять на 4 гигабайта, но это тоже куром насмех. И в целом, да, можно дублировать приложения, да, можно химичить с прошивками, да, можно много всего делать, но в сухом остатке мы имеем хороший экран, неплохую автономность, качественную оболочку, относительно среднюю по рынку зарядку по времени, Type-C-шник, разумеется, очень хорошее стерео и все. А что еще надо от планшета? Напишите, как часто вы меняете планшеты, как правильно мне написали на стриме, чаще всего люди меняют раз в 4 года. Девайсу от меня за $200 однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите ваше мнение, пишите вопросы, пока на руках смогу ответить. Добра и удачи вам, дорогие друзья!